Что вы хотите сказать Децелу? Пускай едет в свою Африку и побреется там. Это все пошло от нигеров. Ага. Ну это просто... Это стих это какой-то. любой подбор слов. Рэп можно просто говорить рэпом. У тебя в смысле хоть в одном есть какая... У меня смысла намного больше, чем сейчас в твоих словах. Сложно представить, что существовал временной период, когда быдло терпеть не могло рэп. Сейчас быдло рэп исполняет. Хотя Децл все так же на дух не переносит. Вообще, со времен начала 2000-х, по сути, мало чего изменилось. Малахов все так же раздувает говноскандалы на федеральных каналах, а децловские дреды все так же на месте, и они явно многое успели повидать. В этой стране ничего не менялось. Подлиннее, конечно, стали, но ничего, они еще зародыш Тимати у себя на подпевке помнят. Крутые чуваки на крутых фишках, крутых кишках. Читай не он, Одно из важнейших изменений — это появление широкого доступа в интернет. Людям стало намного проще креативно выражать себя и демонстрировать свой талант массам. Надобность в продюсерах отпала, необходимость в MTV тоже. Спасибо техническому прогрессу, нужно сказать, не только за появление клевых независимых исполнителей-самородков, но и за вот это. Закрой свой рот, ебучий, уебок, сын ты сучий. Ах, стыдные школорэперы с вебкой. Их так много, что потянет на целый отдельный музыкальный жанр. Но как бы плохо они ни пердели в микрофон, их искренность все равно пробуждает позитивные чувства где-то внутри. Но вернемся в 2000-е, во времена, когда детский рэп мог существовать только при условии наличия богатого и щедрого спонсора в лице родителей. Проект Децл. Первый несовершеннолетний рэпер на Руси, превративший хип-хоп в чистый мейнстрим. И это же реально было круто. Толково снятые клипы, отличные минусовки, да и кто еще Качева мог бы зачитать на такие волнующие темы, как непонимание со стороны родителей и опоздание в школу. Школу проспал, выгнали из класса. Я выкинул дневник, с ним домой идти без массы. Чувак, это рэпчик. Миллионы подростков наконец получили сверстников в качестве модного примера для подражания. Прослеживался в текстах не только пубертатный бунт, но и идеи борьбы против расизма, против алкоголя, против наркотиков. Нам не нужен алкоголь, нам не нужны наркотики. Давайте вместе легализуем тему. Против тяжелых наркотиков. В любом случае, про Конджубас Децл читать стал уже после того, как фактически перестал быть Децлом, сменив псевдоним на Ле Трюк. А что такое Летрюк? Это... Проект Децл очень громко выстрелил, но свернулся довольно быстро из-за конфликта Кирилла с отцом, являвшимся также одним из продюсеров. Но не будем копаться в грязном белье, у нас же тут не большая стирка. Сопродюсером Децла был Влад Валов, более известный как рэпер Шеф, считающийся на Википедии основателем хип-хоп культуры в России. И как только Децл начал взрослеть и собрался уйти в свободное плавание, на замену ему очень быстро нашелся новый Кид Хоппер, еще моложе и зеленее. Во! Этого великого рэпера, так же как и Тимати, мы впервые увидели именно в клипе Децла. Как, вы не знаете, кто это? Тогда лучше бегите. Любой, кто не знает меня, это серьезно. А когда узнает для него, уже будет поздно. Хочешь, не хочешь, по почкам слопочешь. Короче, это Жорик! Мое имя знают стены. Жорик! Молча пришел выйти на сцену. Это Жорик! Что еще за Жорик вас, наверное, заинтересует? Ну, Жорик — это Жорик, так даже в названии трека сказано, а большего вам знать и не нужно. Потому что вы уже избраны. Мое имя произносят только избранные. Жорик только для элиты. Тетки бегают табунами, часами, мозгов не хватает, в покое меня оставить. Вау, за 11-летним Жориком бегают тетки? Не, ну вообще так-то респект, пытался отнять аудиторию у Дмитрия Маликова. Хотя тетки Жорика усыновить, наверное, хотели, ведь если судить по тексту, он реально какой-то ауешный беспризорник. Обязан доказать, что солдат, а не баба, а если не докажешь, мочить тебя буду, падла. Вообще ощущение, что 11 лет — это не возраст, а его срок на зоне. Твое место у параши. Ты чего? Ты чего? Но это все просто додумывание. Никакой он, конечно, не беспризорник, просто мажористое дитя авторитета из 90-х. Батя авторитет, ему равных лет. Если о чем-то попрошу, он меня
уважит. Богатенький батя уважит любую просьбу. В тексте честно раскрыта вся история появления рэпера, весь оригин. Батя уважил любимое чадо, подарил сынульке возможность пооткрывать рот в телевизоре и поиграть в рэпера. Вот это Жорик. Да, это я. Ребята, ура, ура, наконец-то ты дошел до нас. Что-то ты зарылся так в свою одежду, что тебя даже не видно как-то. Да не, я не зарылся. Нет? Почему? А что? Не жарко. Мне так нравится, мне нравится, когда много одежды. Бум! Это мой стайл. Слушай, а если вот станет модным круто не хип-хоп, а балет, вот ты будешь балетом заниматься, нет? Че, баба, что ли, балетом? Действительно. Ух, эти тетки, догнали все-таки, окружили пацана демонихи. Мозгов не хватает, спокойнее меня оставить. Ты мне скажешь, тебе 11 лет, ты девственник? Че, баба, что ли? У нас хороший вопрос есть по телефону. Жорик, ты мочишься в постель или спишь с игрушкой? До свидания. Гнать на 11-летнего пацана это не совсем правильно, ведь ответственность за всю нелепость образа Жорика-мажорика полностью лежит на отце и продюсерах. Тексты мне пишут ребята из Бэтби, Купер, Шеф. Бедного пухляша все люто ненавидели. На концертах пацана закидывали подручными средствами, а по телеку крутили в итоге исключительно в передаче «Щит-парад». У него еще памперсы на губах не обсохли, а его уже боится весь двор, вся школа и вся милиция. Ну прям повесть Бен Ладена сибирской язве какая-то. Боже, какая шутка! Тем не менее, Жорик еще технически не был даже подростком, а осилил читку на целый альбом. В принципе, при прослушивании становится ясно, что местами это задумывалось скорее как стёб. Тут на минусовках сэмплы из советских мультиков, а обложка вообще будто свистнута у Кипелова. После неудачного альбома Жора свалился в бугор и залег на дно, пока в 2009-м вдруг не вспомнил, что он рэпер. А ты когда вырастешь, тоже будешь рэпером? Я рэпером всегда буду. Жорик, что ты нам расскажешь по поводу своих планов на будущее? Меня не было в индустрии уже около 10 лет. От частности из-за хейтеров, которые дисели меня, когда я был маленький. Да, конечно, было обидно, я старался, трудился, я пытался понравиться людям. Но люди просто не обращали внимания и смеялись. Поэтому я так подумал, fuck it, you know. Зачем делать то, что не нравится людям? Пошли все нахуй. Сейчас у меня в планах записывать новые треки. Первый трек уже много кто слышал. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки. В моей группе ВКонтакте он называется «Возвращение». Жорик возвращается, попрошу принять достойно. Да, группа в ВК закрыта, MySpace не обновлялся миллион лет, а те два трека, что Жорик успел выпустить, намного уступают его раннему творчеству. Я возвращаюсь с новым стайлом. Это мой стайл. Повторить успех Децла у Жорика не вышло, ниша в шоу-бизнесе осталась свободна, часики тикали, а лавеху на юных фанатах рэп-культуры мутить было некому. Пока не появился Крош. Крош? Это ты? Меня здесь нет. В 2007 году на музыкальных каналах внезапно материализовалась новая звезда детского рэп-стиля с париком из сладких кукурузных палочек, опухшими отеками на руках и кукольным макияжем. Да, это был 2007, тогда насчет гендерных стереотипов вообще не парились. Никто никогда не вернется в 2007 год. Ладно, давайте заценим первый сингл Кроша под названием «Стукач Симаков», по странным обстоятельствам крутившийся на MTV уже не в щит-параде, как Жорик, а просто так. В этот раз каналу либо занесли бабла нормально, либо Крош и правда весь такой крутой и MTV-шный. Господи, конечно нет, все становится ясно уже, как только он открывает свою пасть. Эй, да это же Лил Памп на максималках. Что за школа? Без прикола. Без прикола, это просто не школа. Лирический герой Кроша является олицетворением бунта подростков среднего класса и как бы вопрошает: что за школа без прикола? Нафиг сидеть и зубрить или же молчать, если по приколу спокойно под парт в карты играть, или спать, или срать. Йоу, да играй под партой свои карты сколько хочешь. Только если это контурные карты. Но есть один супермен, предводитель лохов. Мамина дочка, стукач Симаков. Мамина дочка. Как ни странно, но Крош говорит не про себя, хотя это он весь клип как ни пацан тусуется с девчонками и ходит с накрашенными ресницами. Да и если прислушаться к тексту, Симаков это скорее не стукач, а страж порядка. Вот, к примеру, ты решил что-то сделать кому-то, обмануть, развести какой-нибудь темой, запутать, но не спит справедливый стукач Симаков. Ребята, ауе! Кстати, обратите внимание, тут еще и минусовка, прям чисто блатняк такой. Крош жестко дисит одноклассника, ставит на нем клеймо стукача и призывает всех к физической расправе над ним. Это песня, которая оправдывает гребаную травлю. Стукач Симаков.
Зовут директора школы. Стукач Симаков. Обломает приколы. Стукач Симаков. Наборит богов. Мочи его, он стукач Симаков. Мне послышалось, или мочи его, суку? Мочи его, он стукач. Пускай зацензурили, но это что-то уже перебор для детского рэпа, нет? Он как раненый в джиге бросается к маме. Стоп. Чё? Он как раненый в джиге бросается к маме. Я извиняюсь за то, что я оскорбил ваши чувства, ребята. Всех чувства, всех. Чувства вас всех, да. При всей дикости лирики по сюжету 3D-мультика в клипе Крош на самом деле типа абсолютно безобиден. Кактус под зад училки он класть не собирается, сигаретами одноклассниц не угощает, мороженое у маленьких не отнимает. Это все триггеры для Симакова, лишь бы тот пожаловался бате-директору, а потом получил оплеуху за, так сказать, ложный вызов. То есть, другими словами, этот глазастый чертило, как кукловод, дергает за веревочки и манипулирует Симаковым, чтобы тот подвергался насилию со стороны жестокого отца-тирана. Мочи его! Этот же трек был переделан еще и в версию на английском. Видать, у продюсеров были большие планы по завоеванию Запада. Так, окей, в русской версии суку хотя бы зацензурили, но тут песня прям стартует с ругательства, и на всем ее протяжении слово «фак» можно услышать аж 3 раза. Rated M for mature. Планы по завоеванию Запада так и остались планами. Да и, будем честны, у Кроша не было шансов. Тем более, второй его сингл — это вообще перепевка подросткового рэп-дуэта из 90-х группы Крис Кросс. А ты присухи лечит, тусовку обеспечит, мой битый нас передышки ногам. Ага. Ну то есть как перепевка? Крис Кросс и вряд ли в курсе, что их песня зазвучала на чистом русском, и что под нее снят странный, не имеющий отношения к тексту клип про президентские выборы, где Крош назначает сам себя главой государства. Типичный вор и жулик. Кстати, странные вплетения веревок в дреды тоже явно вдохновлены Крис Кроссом. Скопированы они были так же нелепо, как и песня. А еще у них была странная фишка со штанами задом наперед, и ее тоже пытались адаптировать под Кроша. Правда, с какой силой бы не подрезали успешные идеи из-за бугра, сделать из Кроша что-то кроме посмешища у его продюсеров не вышло. Жизнь этого странного проекта ограничилась 2 клипами и участием в детском мюзикле «Цветные сны Эколь». Потом парнишка, отыгрывающий Кроша, Филипп Орешенков, начал взрослеть, у него поломался голос, да и в голосе этом уже начинала чувствоваться усталость. Если смотреть со стороны продюсеров, то главная проблема детских рэперов в том, что они взрослеют. Что за школа? Без прикола. Без прикола это просто не школа. Сука, как же я устал. Можно было не париться и просто врубать ему одну и ту же фонограмму. Он с ней наверняка бы по сей день гастролировал со своими 2 песнями. Да, полноценного альбома у Кроша так и не вышло. Мочи его! Впрочем, невелика потеря. А вот чем артист занимается сегодня, мне никакой информации нарыть так и не удалось. Последнее его появление, как я понял, было в клипе диджея Грува, где он просто был актером. Больше никакой инфы о судьбе Филиппа Орешенкова нет, я даже не уверен, жив ли он вообще. Все его странички в соцсетях заброшены и заполнены довольно тревожными постами. Не, конечно, он в итоге мог просто на все забить, перебраться в США и стать Лил Пампом, но что если бы Крош существовал по сей день? Представить несложно. Это Крош. Йопи-йопи-йо. Симаков стучит бля фу. Симаков стучит бля фу. Симаков стучит бля фу. Симаков стучит бля фу. Симаков стучит. Симаков стучит. Симаков стучит. Симаков стучит. Симаков дурак, блин, настучал за наркосбыт. И на зоне на 10-ку оказался я закрыт. Школу так и не закончил, отсидеть пришлось мне срок. Но вернулся, блять, урод, и преподать вам всем урок. Эй, рокеры, сосите хуй, рэперы крутые. Симаков стучится в дверь, мы заперли в сортире. Я ебу систему в рот, вскрыл ножом ботану бок. Уважаю рэп, не рок, Симакова ебу в рот. Симаков стучит бля фу, Симаков стучит бля фу. Симаков стучит бля фу, Симаков стучит бля фу. Симаков стучит, Симаков стучит, Симаков стучит.